Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том, как правильно благодарить других людей. Почему? Потому что когда вы неправильно благодарите, вы знаете, что когда вы говорите слова благодарности, вы отправляете определенный энергетический посыл. И если вы это делаете неправильно, вы тем самым отдаете свой достаток, свое благополучие, здоровье, счастье и так далее, и так далее. Все мыслимые и немыслимые блага вы можете через слова благодарности передать другому человеку. Надо ли вам такое счастье? Точно нет. Поэтому обязательно досмотрите это видео, друзья, до конца и научитесь правильно это делать. Вы знаете, самой сильной человеческая эмоция является благодарность, так как она выражает чувство по отношению к человеку, который сделал что-то хорошее именно для вас. Когда вы благодарите, то меняется ваше мировоззрение, создаются вибрации, которые способны поспособствовать тому, что в вашу жизнь придет что-то в большей мере, за что вы благодарите. Это поможет вам стать еще более удачливым, счастливым, успешным, наполнит вашу жизнь материальными и финансовыми благами, откроет новые возможности и притянет разнообразие в вашу жизнь. Умение благодарить на самом деле кажется простым и привычным делом, но на самом деле не все так просто. Умение благодарить – это дар свыше. Его человек получает при рождении, как подарок от Вселенной. Но по жизни его нужно уметь пронести, не потерять, а к тому же и развивать. Насколько у вас развито это умение? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно спросить себя, как часто я благодарю. Неважно, за что вы это делаете. За чашку кофе, за место в общественном транспорте, за то, что вас пропустили в магазин, открыв перед вами дверь и так далее, и так далее. Этим вы приумножаете свое благополучие. Благодарность – это не просто слова, которые присутствуют в нашем лексиконе, как считают многие из вас. Благодарить умеют не все. Но если этого придерживаться, делать правильно, то в таком случае человек может наполнить свою жизнь положительными эмоциями в большей степени. И все это вернется к вам в нужный момент, притянув с собой потоки сильных и разнообразных энергий. Если человек счастлив, то он умеет благодарить правильно, излучая при этом спокойную, радостную вибрацию. Слова благодарности у него искренние, ведь он испытывает хорошие эмоции от того, когда в его жизнь происходит даже небольшое событие. Такой человек способен притянуть в свою жизнь еще больше положительных событий, чем другие люди. Если правильно это делать, то можно добиться определенных успехов во многих своих делах. Благодарность, которая идет от души, от чистого сердца, способна многое изменить в вашей жизни. Но это не работает, если желать это от случая к случаю и только в выгодных условиях. Вы обязательно должны взять в привычку хотя бы раз в день благодарить за что-то или же кого-то. Но делать это не потому, что так надо, а потому что благодарность – это неотъемлемая частица вашей жизни. Вы должны ее научиться ощущать за все, что у вас появляется, за то, что вам дают, за то, что вы видите. Пусть сначала это маленькие поступления, но с каждым разом они будут увеличиваться. Когда вашу жизнь наполняет такое чувство, как потребность благодарить, то оно помогает окружить вас чистосердечными, добрыми и отзывчивыми людьми. Ведь позитив притягивается к позитиву, а добро к добру. Если у вас возникло желание реализовать свои планы в жизнь, запустив свой бизнес, собственное дело, или чтобы в коллективе вас окружали только хорошие и порядочные люди, то вы должны сами быть именно таким человеком. Вы должны научиться обращать ваше внимание на то, что может вас волновать, иметь значение для данного человека, пытаться оказать помощь, войти в его положение. Только в результате такого вашего отношения вы все это получите в ответ. Вряд ли кому-то захочется быть рядом с человеком, действия которого направлены только на то, чтобы ему было в данной обстановке хорошо. Также не любят и людей, которые все, что для них делается хорошее, воспринимают как должное, как бы стараясь подчеркнуть то, что, мол, мы особенные.
Люди, которые вас окружают, должны видеть, что вы дорожите, что вы цените и с благодарностью принимаете все то, что они для вас делают. Они будут стараться еще в большей степени сделать для вас что-то приятное или важное. Когда вы наполнены чувством благодарности, то это открывает вокруг вас каналы светлых энергий, наполняя вас жизненной силой, волевыми качествами, умением. Это даст вам возможность в этот период создавать что-то новое, реализовывать это в жизнь, избегать и находить выход из сложных ситуаций. По-другому относиться и воспринимать то неприятное, что происходит, не впадать в панику, придерживаться выбранной дороги, а проанализировав, разобравшись в ситуации, с легкостью найти выход из нее. С таким настроением и подходом вы легко будете преодолевать все жизненные сложности и неприятные ситуации, сохраняя при себе свои нужные энергии. Вы сможете добиваться определенных успехов по жизни. То состояние благодарности, которое вы будете испытывать, поможет вам в принятии вовремя сделанных, правильных и важных для вас решений, так как негативные эмоции не смогут взять над вами верх. Вы не будете спешить принимать поспешные выводы, так как ваши эмоции будут находиться под строгим контролем. У вас создалась непредвиденная ситуация, и вы не ожидали, что такое может произойти. Не стоит нервничать. Соберитесь, сконцентрируйтесь на ней, после чего встаньте перед окном, посмотрите вдаль, сделайте 3 глубоких вдоха, после каждого закрывая глаза. Это поможет вам энергетически перезагрузиться, после чего обязательно улыбнитесь и про себя поблагодарите за то, что благодаря данной ситуации у вас появится возможность познать что-то новое, изменить то, для чего она вам послана, исправить те ошибки, которые вы могли допустить, или изменить свой путь, который будет более счастливым. Это отвлечет вас от мыслей, а вы на данную ситуацию посмотрите как бы со стороны, и у вас появится выход, правильное видение этой ситуации, правильное решение, которое вы примете и принесет вам только положительный и радостный результат, и не даст запустить поток негативных энергий. Это очень простой и очень действенный совет. Благодаря ему вы не наделаете ошибок, которые потом придется исправлять, приложив много сил и умений. Люди, которые способны благодарить, умеют рационально расходовать деньги. Они благодарны за то, что они у них есть, что они могут себе позволить купить все необходимое на данном этапе. Они не делают спонтанных и ненужных покупок, а также не стремятся делать дорогие покупки, к которым на данном жизненном этапе еще возможно, не готовы. Они не берут деньги в долг у знакомых, не влазят в кредиты, которые потом не удается выплатить, рассчитывают только на свои силы, на то, что могут заработать. Такие люди не стремятся к тому, чтобы получить все и сразу. Они благодарны за то, что имеют на данном жизненном этапе. Такие люди обладают чувством меры, могут вовремя остановиться, сделав другую покупку или купить то, что они задумали, но немножечко позже. Для них это не создает абсолютно никаких неудобств. Благодарные люди получают больше удовольствия от того, что деньги присутствуют в их жизни. Они испытывают счастье за любую денежную сумму, которая появляется у них, а потратив их на какую-либо покупку, получают от этого действия только положительные эмоции. Они умеют радоваться, поэтому и денежная энергия на постоянной основе присутствует возле них. Деньги, которые были потрачены, возвращаются к ним очень быстро и гораздо в большем количестве, за что они снова благодарны, поэтому вокруг них происходит постоянный круговорот положительных и сильных энергий. Жизнь складывается успешно и счастливо. Благодарных людей очень любит везение. Что они не задумали, не запланировали, все их дела и начинания заканчиваются успехом, приносящим улучшение материального и финансового благополучия. В такие моменты эти люди получают положительные эмоции, этим самым привлекая к себе таких же энергетически сильных людей. Их энергии объединяются и создают одну очень сильную положительную энергию, поэтому им с легкостью удается создать собственный бизнес, организовать какое-то прибыльное дело, осуществить любую задумку, над которой они будут работать. Все, за что они возьмутся, будут развиваться успешно и принося хороший результат и прибыль. Да и коллективы будут хорошо работаться рядом с такими людьми. Итак, техника благодарности. Друзья, проснувшись утром, еще не открыв глаза, улыбнитесь и поблагодарите Вселенную за то, что вы есть, за то, что вы встретили этот день. Далее опустите ноги с кровати, вставая с постели,
Поблагодарите за то, что новый день настал, за то, что он будет лучше предыдущего, более будет насыщенным и плодотворным, что больше удивительных событий в нем произойдет. Благодарите за завтрак, обед, ужин, за еду и за воду, за то, что вы не голодны, наполнены силами и энергиями. В течение дня благодарите не только за положительные, но и за отрицательные моменты, потому что они научат вас чему-то новому, и вы откроете для себя что-то необычное. В течение дня благодарите за то, что в вашей жизни есть люди, которых вы любите и которые любят вас, за то, что вы просто есть. Засыпая, поблагодарите за прожитый день, за то, что произошло в течение этого дня. Также реагируйте на каждое улучшение в своей жизни, мысленно принимайте его с благодарностью. Как же правильно благодарить? Какое слово при этом говорить? Спасибо или благодарю? Вы знаете, что все слова несут в себе определенную энергетику. Слово «спасибо» – это не просто слово, оно несет в себе сильные энергии, способные защитить человека от того, кому это слово предназначается. Дело в том, что слово «спасибо» означает «спаси Бог». Другими словами, это можно сказать как «спаси Бог меня от этого человека, ибо я его опасаюсь». Когда вы произносите это слово таким образом, вы выставляете защиту и закрываете энергетический канал между вами и тем человеком, которому предназначалась благодарность. А ведь это слово очень часто присутствует в нашем обиходе, и мы говорим его по несколько раз в день. Каждому человеку, как близкому и не очень, из нашего окружения, не понимая о том, какой вред оно приносит и почему с людьми портятся отношения, почему они уходят из нашей жизни. При попытке выглядеть в глазах окружающих поистине вежливым человеком, мы говорим это слово даже за сущий пустяк. Порой мы произносим его на интуитивном уровне в тех случаях, когда хотим отделаться побыстрее от определенного человека. Это, конечно, часто неосознанно, но произносим, как правило, что-то наподобие «спасибо, но в другой раз» или «сейчас я занят» или «спасибо, но мне не нужно это», «спасибо, мне пора». Поверхностные эмоции как бы и выражают благодарность, но если заглянуть поглубже, то нам хочется побыстрее отделаться от этого человека. И слово «спасибо» нужно употреблять в нужный момент. Отвечать ним нужно только тому человеку, с кем вы не хотите больше поддерживать отношения, кого вы не хотите видеть больше в своей жизни. В таком случае нужно говорить так: «Спасибо тебе за все». Это можно объяснить тем, что вы выставляете между вами и данным человеком черту, которую не хотите, чтобы он переступил, а на будущее защиту от него и негатива, который он может к вам отправлять. В тех случаях, если вас вдруг по какой-то причине что-то останавливает, вы не уверены, хотите ли вы разрывать с данным человеком связь, не стоит говорить ему спасибо, пока не определились, так как изменить последствия уже будет невозможно. Если вы хотите искренне поблагодарить, используя для обеих сторон, не утратить, а приумножить связь, то, пожалуй, как вы уже догадались, нужно говорить «благодарю». Таким образом, вы отправляете человеку сильный заряд энергии. Другими словами, вы дарите ему благо, а вместе с ним и сильной энергии. Соответственно, то, что вы желаете и дарите другому человеку, возвращается вам в большем размере, так как по закону Вселенной то, что излучается человеком, ним и притягивается. Такая благодарность принесет пользу как тому, кому вы его произносите, так и вам, улучшая многие аспекты вашей жизни. Мы настолько привыкли говорить слово «спасибо» в повседневной жизни, что перестроиться многим из вас будет очень непросто, но это того стоит. Заменив одно слово, к которому вы привыкли, на слово, наделенное положительными и светлыми энергиями, вы заметите, что ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону, а связь со Вселенной станет более крепкой, она будет оказывать на вас только хорошее влияние. Когда вас благодарят, мы еще автоматически отвечаем «не за что». И в этом также заключается большая ошибка. Вы спросите, почему? Во-первых, вы как бы сами говорите о том, что то, что вы сделали, не так уж и важно. То есть не представляет собой никакой ценности, что ваш ответ не стоит даже банального чувства благодарности. Что же говорить о том, чтобы и вам когда-либо оказали услугу. Таким образом, вы формируете отношение к себе другого человека, при этом отправляя негативный посыл во Вселенную.
Во-вторых, таким ответом можно унизить достоинство человека. Он обратился к вам за помощью, потому что сам не мог справиться с той или иной ситуацией. Возможно, у него не было навыков, времени самому с ней справиться, или же он увидел вас более сильного человека, к которому пришел за помощью или советом, а вы в ответ на благодарность говорите «не за что». То есть подчеркиваете, что все было просто, а он не способен был самостоятельно разрешить такой простой вопрос, на ваш взгляд. Также вы показываете, что вы не так уж и сильны, умны, как может показаться со стороны. Это может вызвать негатив у этого человека, который на энергетическом уровне будет отправлен вам. А в-третьих, если вы так легко со всем справились, то почему бы вам не подкинуть с десяток таких простеньких просьб? Задумайтесь над ситуацией. Захочется ли вам оказывать помощь на постоянной основе, если ее никто не будет ценить, а начнут принимать как что-то должное, ведь из вашего ответа и так получается, что она ничего не стоит и ценности не представляет. Поэтому, девочки и мальчики, научитесь правильно выражать свою благодарность. Это очень важно. Понимаете то, в какой момент вам нужно говорить слово «благодарю», когда вам нужно говорить «спасибо», и тем самым вы правильно будете общаться не только с людьми, но и со Вселенной. Потому что в том числе, когда вы отправляете какой-то энергетический посыл, вы отправляете во Вселенную, и это к вам возвращается. Помните о том, что везде, во всем есть баланс, и есть такое понятие, как бумеранг. Он рано или поздно возвращается, и каким он будет для вас, это опять же зависит только от вас. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк. В комментариях напишите слово «благодарю» нашему каналу. И также обязательно «благодарю» напишите тем людям, которых вы любите, цените. Просто напишите «благодарю за» и напишите имена тех людей. Даже, возможно, это могут быть ваши враги. Но пропишите именно имена. И таким образом вы уже правильно отправили посыл. Вы уже проработали практику. Используйте, друзья, эти знания себе во благо. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео. Не переключайтесь, заходите на наш канал.